Ага. Видимо, еще часик и закончу. Идем к Джессу. Дверь закрыта. Митси, взламывай. Now that he's gone, we can get inside. Yes, let's do that. I'll close my eyes and you pick that lock, Mitzi. Okay, but no peeking. I'd never. You've really hurt my feelings now. Yeah. Now close them. There, job done. Jesus, are these... Relax, Mrs. A. They're just Halloween masks. Oh, good. That's good. Because I swear, if I see another bloody head... Ну, мне как раз нужна маска. Маска клоун, дьявол, хоккейная. Дьявол? Ну, типа, клоун несерьезно для костюма, хоккейная это другой монстр. Остается дьявол. Я сильно вспотею, если буду носить ее, то слишком много резины. Хоккейная. Здорово. Цветы. Похоже, все здесь легально. Наверное, он просто любит цветы. Цветок. Этот цветок довольно большой. Динамик. Этот динамик огромный. И он присоединен к компьютеру Джесса. Должно быть, когда играет музыка, тут стены трясутся. ПК Джесса. Это ПК Джесса. Это что ли тот самый источник шума? Включить? Это не сработает. Похоже, кто-то отключил электричество. Кто бы это мог быть? Розетка. ПК Джесса подключен сюда. Если бы только где тут была рабочая розетка. Есть одна рабочая розетка. Удлинитель использовать. So, who's got windows over this side of the building? Well, Joe Davis lives right below. I guess we could also check one flat below Joe's. I just hope the cable's long enough. Let's find out, shall we? Пойдем. Но должно хватать. Наверное. Я не могу ничего утверждать. Первый этаж. Look, she left the door open. О, кстати, да. Я что-то и Do you забыл о want to ней. check her flat? I'll stay here and keep watch. Good idea. I'll be as quick as I can. It's not her. I didn't find anything. No computers, no laptops, no telephone line. Okay, I'm not really surprised, are you? At least we can now cross her off the list. Хорошо. Остался парень в седьмой квартире, Брайан шестой. Может быть, неизвестная пара. Изи вообще. Тем более письмо. Let's go. То, что он якобы там не посещал эти занятия. Ну, не занятия, а процедуры. Но нельзя ни о чем утверждать. О, кстати, швабра. I'll try to catch that thing for you, alright? Похоже на котейку, кстати. It's a statue of a cat. How nice.
So there's another wacko obsessed with cats in this house. Lovely. Статуэтка. Черный фарфоровый кот с открытым ртом. Такой бы вписался в мою квартиру. Наверное, у меня-то и так хватает. Потрясти. Внутри что-то есть. Разбить. Ключ. Да чего странное место для тайника. Куда делись старые добрые I коврики see под I дверью? caught this statue only so you could smash it to pieces. Thanks. I don't remember asking you to catch anything. Действительно. Кабель. Бахай. Все, идем быстренько наверх, на самый верх. Потому что ключик-то у нас уже есть, а паренек, который пошел за кабелями и предохранителем, может вернуться. Right. I should be able to use that computer now. Could you give me 5 minutes, Mrs. A? Sure. Why not? I'll keep an eye on the door. It's not him either. God damn it. Нажмите клавишу. Хорошо. Теперь пойдем в самый низ. Потому что, ну, похоже, да. Скорее всего, этот чувак еще один психопат. Он-то и есть наша цель. Поэтому мы пока пойдем еще попугаем этого чувачка. Так, банку с краской и ножницами можем открыть. Или не можем? Нет, не можем. Отличная идея, но сначала нужно понять, как сделать платье черным. В смысле, а чё понимать-то? Уголь вон лежит. В чем проблема-то? Может, знак обрезать могу? Нет? Нет, не могу. Маску смотреть. Почему ты не хочешь брать уголь? Использовать маску не могу. Ладно. Трубы. Видимо, позже. Или все-таки наша цель это мужик, который живет над нами, который послал за нами убийц. В принципе, вполне изи тоже могут быть. Стоп. Я не туда поднялся. Квартира 4-3. Вот. Вполне, ну да. То есть у них равнозначны эти, и, видимо, нас приведут к нему, к последнему. Do you want to go in first? Красная лампа. Come on in. The place seems empty. Watch out, Mrs. A. There's a massive hole in the floor. Just step around it. I'm not blind. Besides, I know it's there. We saw it from the floor below. Let's have a look around. There's got to be a computer here somewhere. I really don't like this place. Yeah. It's rather creepy. Но кроме вот этих каких-то записок и пустых рам на стене, ничего необычного. Пока что.
Bingo. We found what we were looking for. This laptop could be it, you know. Maybe Joe is our guy after all. No. It's a disaster. The power lead is missing. It won't switch on. Right. What a shame. Can we go now, please? I think I've seen enough. I don't need any more trouble. Тут No, еще it's дверь, okay. слышь? I've got an idea. It seems it's a similar model to mine. I'll just go back to the flat and bring my power lead. I don't know. You sure this is gonna work? I think so. At least we'll give it a shot. Just stay here and I'll be back in a second. Хочешь, чтобы я осталась здесь одна? Почему бы нам не пойти вместе? Why don't we go together? I really don't like this place. You said you haven't seen this guy for ages. He probably doesn't even live here anymore. Relax. Nothing's gonna В чем happen. проблема? I'll be Просто back пойти before you know вместе. it. I will count to 100. If you're not back, I'm out of here. I'll be back before you get to 75. Don't worry. Hey, I just remembered something that'll keep you busy. While I'm gone, think of a vegetable. What? Why? To keep your mind occupied. I bet I can guess which vegetable you were thinking of when I'm back. So you're a mind reader now? No, this is just a little experiment of mine. Только не говорите, что он Okay, сейчас whatever. вернется. Now go. I'm counting already. Why do I always end up in places like this? Есть целая дверь. Стул, звонок еще. Какой причудливый стул. Обычно такой видишь в шикарных отелях. Какой звонок, ну... Разбивает зеркала, я сама это пробовала, не особо меня развеселило. Нет, лучше не надо, тут пыльно, а я ношу черное. Ага, отлично. 3 шестерки, число зверя, возможно, он хранит там изуродованные трупы своих жертв. С другой стороны, я когда-то читал о каком-то другом значении 3 шестерок, что-то вполне невидное. Теперь я уже не помню, это было очень давно, меня интересовали совсем другие вещи, пожалуйста, хватит звонить. Открыть. Даже если я хотела бы, дверной ручки все равно нет. О. Розетка. Розетка, как только мы добудем кабель питания, мы можем включить его сюда. Вешалка. На вешалке нет одежды. Похоже, Джо всегда носит свое пальто на себе. В это время года холодно. Стол. Стена над столом покрыта приколотыми листками. Похоже, это рукописные письма. Почему так громко? Отвратительно гнилая еда разбросана по столу. Похоже, кто-то приготовил обед и даже не притронулся к нему. Там дыра. Телевизор. Он довольно старый, сейчас таких уже не делают. Он перестал звонить. Я не буду включать телефон. Careful now. Аккуратно, да? Поднять. Уже нет смысла он приходить звонить. Но если он вообще звонил. Ты же можешь просто выйти? Пожалуйста. Damn. The door handle just came off in my hand. Твою How am I мать. gonna get out of here now? Меня заперли. Mitzi? Mitzi, are you there? Shit. Твою мать. Remember the hole, Susan. Да. Бахнем телевизор тогда, чё уж. Посмотрим на ужасы. Ладно, не посмотрим. Или посмотрим. Jesus. Сука. Я не хочу дальше ничего делать. Ладно. Нас вынуждают, ну типа... Ой. Сейчас хлебну чайку. О, ну да, теперь она шатается, здорово. Сука.
Это дверная ручка, она отвалилась, когда я пыталась открыть входную дверь. Используем. Конечно, она сюда подойдет. Спокойно откроет. Ага, отлично. Понятно. То же самое. Войти. Ванна. Вода из ванны полностью затопила комнату. Не то, чтобы меня это заботило. Я просто хочу уйти как можно скорее. Манекен. Зажигающийся свет. Хорошо, манекен в ванне. Этот парень псих, без сомнения. Туалет. Она грязная, как и все остальное в этом месте. Кабель питания. Должно быть, это кабель питания, который нам нужен. Может быть, сегодня удача на моей стороне? Не думаю. Мы его забираем. Ну, а как же еще? What the? Какого? Out of here. Мне надо выбираться отсюда. Пофигу, что я его встречу. Главное, что не с этой дресней встречаться. What? Jesus. No. You were not supposed to be here! Why did you have to ruin everything? What have you done, you stupid, evil bitch? Вообще мне с ним спокойнее в Who are you? комнате, чем в туалете. Дверь была открыта. Ну да. Именно поэтому он... Ой, I'm ладно. sorry. The door was open. I thought you moved out. You took her away, didn't you? What has she ever done to you? What? Look, sir, you are wrong. I just came here to find my cat. It's gone missing. Yeah, I see. That stupid cat. I've been looking for it too. Little bastard took off with my key. I'm gonna rip him to pieces. Моя подруга знает, что я здесь, и она вызовет полицию. Мне не нужны I don't неприятности. want any trouble. Just let me go. And I've got a gun. I can shoot you right there in your heart. It's not worth it, Joe. I've done you no harm. Of course, you haven't got a heart. Isn't that right? I have no idea what you're talking about. Listen, I've got to go now, alright? I'll slowly walk out of here, and you'll never see me again. О дыре не забудь. Стой, ты стоишь, не подходи, успокойся, сейчас уйду. Calm down. I'll go now, and we'll forget all about this. There's nowhere to go. It's all wrong. No matter what I do. Damn it! Get back here right now and give me that blasted key! Please, don't get angry. I don't have any keys. Just sit down and take a deep breath while I make my way out, alright? Дыра. Same through here, Devil. Эти двери перевернуты? Смотреть. Надпись над дверью гласит «Дьявол». Нет. Прошел. Здесь. Сам. Вообще, слово «здесь»
и в английском, и в русском переводе, наверное, не просто так именно слово «сам» указано тут. Сюда, значит сюда. Ты чё закрываешься? Типа сам, если в русском. Дьявол. Devil came through here. Come in, come in. There's no need to be afraid. I don't buy it. Come in already. I might need your help with something. Книжный шкаф. На полках в основном книги ужасов. Больше половины из них написаны Стивеном Кингом. Похоже, Джо его фанат. Норм. Эта кровать довольно причудлива. Напоминает мне кровати из модных загородных отелей. Джо. Сейчас. Стул. Чья-то кровь и на этом стуле тоже. Кровавые отпечатки ладоней. Там выход. Ну давайте с Джо поговорим. Сейчас уже не так стрёмно. Тут такой сюр не страшный, типа. Where are Где мы? we? I really can't remember the name of this town, but I'm pretty sure the hotel is called Quiet Haven. This is a hotel? I know, it's a joke. They shouldn't charge half the price for this dump if you ask me. Тебе нужна You помощь? need my help. I thought you wanted to kill me. Why would I want to kill you? You must be mistaken. Who do you think I am? Человек, который рисует кровью на стенах, одержимый человек, который убил свою жену. Полный психопат. A complete psycho. Look, I've got enough on my mind right now. I just need you to talk some sense into my wife, that's all. Я хочу Sorry. уйти. I just want to leave. Yes, I understand. I wouldn't stay here myself if it was my decision to make. I'm stuck here too. You see, my wife Ivy is in the room to the left. She's a little fragile at the moment. Oh, She said she was going to do her makeup, but it's been a week now, maybe longer. Every time I try to talk to her, she just gets angry, and she tells me she's not done yet. I've cooked her a meal, but she ignores me. She never likes when I cook. But what's that got to do with me? If you talk to her, I'll show you the way out, I promise. Just go in there and tell her she looks fine. She's always so careful about looking perfect. Okay, okay. I'll see what I can do. а не его ли жена виделась нам там в туалете? Так, сейчас поправлю микро. Так твоя жена сидит в той комнате уже неделю? So, your wife's been in that room for a week? Now that you bring this up, I think it might have been a month. That's a very long time to stay in one place. She wants to look great. I guess it takes time, but we really have to go now. I think there's a big storm coming. I feel it in my bones. Goodbye, Joe. Значит, прежде чем идти, давайте посмотрим на эти ладони. 1, 2, 3, 4 и 5, которые справа. Они отличаются только тем, что куда большой палец направлен. Количество пальцев вроде везде по 5.
А, значит, все смотрят налево, кроме третьего номера. Так, панель. Металлическая крышка крепко прикручена. Не получается снять голыми руками. Есть ножницы. И ножницами можно не только резать. Хорош. Шкаф. Ничего особенного. Это жена Джо? Бедная женщина. Это ужасно. Hello? Твою мать. Я даже закрыл глаза и Is that what you и не said? смотрю на это. Можно смотреть, да? Все уже. Это звук, он охренительно страшный. Что дальше делать-то, пацаны? Все. Я дальше не могу играть. В наушниках же еще. Это такая жесть. Он реально стрёмный. Давайте, не знаю, сохранимся, может мне от этого станет полегче. Так. Я могу вернуться? Да. И чатик сломался еще. Ой, блин. Какая же стрёмная хрень. Просто сон, It's all верно? just a dream, right? It's funny that you would say that. I've already heard that somewhere today. But if this is a dream, I've been asleep for a very long time. Goodbye, Ладно. Joe. Вообще у меня есть маска, я могу дать ей маску. Если у нее там какая-то проблема с этим. Маска, наверное, она поэтому хоккейную уже взяла, правда? Я сейчас нажму использовать и опять мне придется... Нет, я не могу ее только осмотреть. Белая маска с дырками. Блин. Я причем даже не понял, что она там сказала. То есть это все было так искажено, что слова совершенно непонятны, а поскольку я зассал и не посмотрел на монитор, возможно, там был перевод. Еще раз мне это делать вообще не хочется. Вот вообще. Кабель питания. Зарядка для ноута. Могу это использовать. Сейчас я просто испробую все, что можно, прежде чем снова говорить с ней. Может, письмо. А, нет, только читать можно, да? Отпечатки ладоней. Чья-то кровь на этом стуле тоже. Кровать причудливо. Книжный шкаф. Так, это все, что у меня есть, да? So, your wife's been in that... Now that you bring this up, That's a... she wants... I think there's a bit... I feel it in... Goodbye, Joe. Типа, ну блин, ну что, какие...
Это и так выглядит охренительно стрёмно. А если там это еще и скример, ну, то есть... Панель, шкаф. Там вон от панели идет какой-то этот провод. Я думал, может быть, его можно обрезать. Ну ладно, говорим снова, я не знаю, там... Смотреть я все равно, наверное, не смогу тут, только если отодвинусь от монитора. Это же определенно поможет, правда? Hello? Смотрю. А, нет, скример. Все равно мурахи. Misery. Мизери. Is that what you said? Ху-ху-ху-ху-ху. Ладно. Я смотрел на это. Это на самом деле не так страшно. Что значит мизери? Мизери это, по-моему, какая-то книга этого Кинга. Здесь есть книга Мизери. Да. И это она имела в виду. Вряд ли это что-то даст, но стоит попробовать. Боже, как же я пересрал смотреть. Книга, которую она упоминала, вряд ли это приведет к чему-то, но можно попробовать. Открыть. Отвертка. Наверное, часть меня ожидала пистолет. Но она будет полезна, конечно. Видимо, я смогу открыть эту панель. Вернуть левый. Так, осмотреть. Два рычага на двух сторонах панели. Интересно, что они делают. Вот мне что-то вообще не интересно, что они делают. Но надо как-то валить отсюда. Давайте левый для начала. Так, ничего хорошего. Правый. Все еще ничего хорошего. Или лучше. Стоп. Мурахи. Так. Есть подозрение, что нужно, видимо, отвернуть от нее зеркала, чтобы она себя не видела. Хотя стоп. Если я поворачиваю, видимо, если она себя не видит, то она начинает вот эту трястись. Ужасно и стрёмно. А если я сейчас направо поверну? Вначале правый. А, она перестает. Сейчас я поверну направо. Goodbye, Joe. Так. Сейчас. Стоп. Повернуть левый. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас право-лево я сделал, да? Здесь вот этот самый код. Куда повернуты руки. Только вопрос в том, как читать его. Как рука направлена, то есть правая-правая, левая-правая-правая. Или куда смотрит типа большой палец. Я не знаю, почему у меня есть идея про большой палец. Видимо, про руку логичнее. Соответственно, правая-правая, левая-правая-правая. Давайте еще раз. Правый. Правый. Левый. Правый. Боже, как же стрёмно, правый. Ой-ой-ой. Это отвратительно. Хотя вроде не так сильно страшно, но... Но. No. 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 No! This isn't Ivy! This isn't my wife! It's the monster. It followed me here. It always follows me. No matter what I do. Look, I'm sorry.
You must kill it. What? Why me? You still got that power lead, haven't you? The one you stole from me? How do you even know about it? You must use it to kill her. To strangle her. You're out of your mind. Do it. Strangle the goddamn creature so it never follows me again, or I'll shoot you right here, right now! Сам ее застрелить не можешь? Хорош. Ну что? Бей меня, если хочешь, но я не сделаю этого. Знаете, эти строчки даже похожи на выбор. Потому что... Надо подумать. Типа, либо я душу, и хер знает, что происходит. Либо он меня убивает, и я где-то там, видимо, у себя в комнате ресаюсь. Или я ресаюсь здесь опять. Но... Почему я могу убивать или не убивать, типа? Это страшная хрень, ее было бы неплохо убить. Тем более она якобы преследует этого мужика, и было бы неплохо ему помочь, если мы убьем ее. И она довольно стрёмная. Еще она орала на меня. В принципе, да, она частично заслуживает смерти. Ну и сейчас вообще он выглядит довольно адекватным, то есть, да, типа ему не хочется перечить. Но, ой, не хочется... Почему-то не хочется ее убивать. А если я... Сейчас. Я вот думаю, если я в каком-то глючном мире, а на самом деле это вот Митси там сидит, и это я ее буду в реальном мире душить проводом, а? А? Нет, я бы не хотел, чтобы это так было. Бей меня. Kill me if you want, but I won't do that. You're with her? I should have guessed. I can't trust you. You're better off dead. Да. Are you alright, Mrs. A? You look like you've seen a ghost. Something strange happened. Maybe I am mad after all. Don't be silly. I was gone for less than 1 minute. Really? Somehow it felt longer than that. Time drags when you've got nothing to do, I guess. I see you found the laptop cable. That's good news, because I don't think mine will be any good. Let's see what's on this hard drive, shall we? Боже, наконец-то это закончилось. Well, that was a waste of time. Never mind. At least now we're sure it's not him. Let's just go. I don't want to spend another minute in this place. Hey, did you think of a vegetable? What? I'd asked you to think of a vegetable while I was gone. So? Did you? Yeah. Sure. Great. Now don't tell me. Was it... carrot? Я не могу об этом думать. Да, морковка удивительно. No. Нет, я не Sorry. загадывал. Oh, that's... odd. Are you sure? Yes. I thought about celery. Now let's go. Joe can come back any minute, and you don't want to meet him. He is not a nice guy. Что за черный экран? А, фу. Остался один. И отвертка у меня осталась. Но все еще у меня, хотя я нашла ее в том. Я могу описать это только как в плохом сне. Да. Боже, как это было странно.
можем, видимо, отверткой открыть. И легко могу открыть это отверткой. Сделано. Теперь я могу забрать банку. Взять. Отель, блин. А ну, она ничего нового не скажет про этот отель? Тихая гавань. Ничего. Не лучший цвет для покраски стен в спальне, но вместо этого отлично подходит для того, чтобы писать угрозы на стенах. Сработало для Джо Дэвиса, по крайней мере, если только, конечно, те 3 шестерки на двери в ванную не написаны настоящей кровью. Да. Так а чё в итоге? У меня по идее все есть, только я не знаю, как взять уголь. Потому что все я могу только осмотреть, а не использовать. So, what next? Didn't you say you wanted to get revenge on Brian from Flat 6? Let's work on that one now. Маску только смотреть могу. Сделать платье черным. А, взять платье можно. О. Почему задумал, что все надо на этом манекене делать? Ну, теперь-то все понятно. Использовать. Черный это мой цвет. Теперь мне она нравится гораздо больше. Повесить обратно. Обрезать. We need to make some adjustments. Now this is a dress worthy of the cat widow. Why don't you admit it was too small for you? Ha ha, bloody ha. Why don't you just shut up? Whoever wore this dress probably hadn't eaten in years. You'd struggle to get a skeleton into it. This is it. We've got all we need. Great! Are you going to tell me about the cat widow now? Yes, it's story time, Mitzi. The legend says there was once a bad man who hated cats. He hated his neighbors too, and his job. And when it rained, he'd curse and smash things. He hated his bald head and his weak, ugly body. He probably hated himself the most, although he would never admit it. I think I see where this is going. One day, out of pure hatred for the whole world and everything that lives, he captured a family of cats and drowned them all in the river. That day, the sun turned black and all the birds went silent as the 6 kittens struggled for life. But trapped in a strong canvas bag, they never had a chance. They all died that day. All but one. The mother cat, in a desperate fight to set herself free, by pure luck, clawed her way out of the bag and swam to the shore. She lost everything that day, her beautiful children and her proud husband. Her heart crashed into pieces as she watched their limp dead bodies stolen by the current. Running after them, she followed them for days, for as long as she could. Then, eventually, she lost sight of them. She stayed on the bank of the river for a while. The world stopped turning for her, her eyes empty and blind. And then, one day, she slowly slid down the bank and into the cold, dark water. She gave in to it. She let the river take her away too, cover her mouth, her ears, her eyes. But as the water filled her lungs, and she started slipping into darkness,
there was another strange feeling that burst in her mind like a ball of flames. Anger, rage even. Her last craving, before she drowned, was for revenge, for blood. And so she returned, reborn and changed, a cat widow, veiled in black, mistress of the cats. Her body of a young woman, but her eyes of a cat, and her face, white, rotten, face of a corpse. Those who saw it rarely lived to tell the tale. She would get her revenge on all cat killers and cat torturers, but there was someone she had to see first, someone special, someone she really hated the most. As the evening came, it was strangely quiet in the man's flat. As he lived alone, he usually liked to fill the silence with the sound of radio or TV shows. But that night, he switched them all off, feeling anxious and tired after work. He tried to sleep, but couldn't. And for once, there wasn't anyone there he could blame for it. As he stared through the window, he kept thinking about how much he hated that view. He liked it once, a long time ago, when his wife was still there and they were happy together. Suddenly, he heard knocking on the door. Some part of him was glad, because that meant he could take it out on whoever decided to bother him. There was nobody there. He almost felt disappointed, but before he turned to walk away, he suddenly noticed something down the hall. На стену напротив падала тень гигантской кошки. Он увидел тень человека в плаще впереди себя. Тело выпотрошенной кошки висело на радиаторе. Я не хочу потрошить кошку. Пусть тень гигантской кошки падает. On a nearby wall, there was a giant shadow of a cat. He stopped again. He couldn't believe his eyes. Некто написал код-убийца на его двери. Некто написал засранец. На сиденье его весела лежал кошачий череп. Нет, я не хочу убивать котеек, чтобы... Someone wrote "cat killer" on his door. He had a passion for trains. Although he hated being a train driver, he had always enjoyed watching them move. But now, his train model was moving all on its own. He was absolutely certain he'd left it switched off. And yet, there it was, running at crazy speed, remote control missing. Something was seriously wrong. And that something had entered his home now too. He hoped he was just imagining things, tired as he was. But there was another surprise waiting for him in his bedroom. Кровавленный кот-зомби сидел на его кошачьей удавой здесь. Cat Widow is here, was written all over the wall. Как во сне, он пошел на кухню, чтобы попить воды, испугавшись уже по-настоящему. As in a dream, he went to the kitchen to get a drink.
There was no water. He knew there were valves in the basement that turn it off, but no one's been down there for years. He felt sick. None of this made any sense. And yet, deep down, he knew what he did to the cats was wrong. There was a part of him that almost wanted to be punished. The part he tried so hard to hide. He thought he'd heard something in the corridor. Was there someone there with him? His head was spinning. He felt ambushed, trapped, like an animal. He had to get out of there. Getting really scared now, he decided to call the police. His phone was of no use. The SIM card had been removed, and that wasn't even the worst part. There was a photo of a black cat set as screensaver. He remembered this cat. He'd watched that strange pest control man put it in a cage and into his van. He'd looked at it through the window for a while, then pulled the curtains and went to bed. He stopped, paralyzed. He'd heard something right in front of him. A whisper. More like a purr. She was there, in the dark corner of his living room, waiting. Black veil covering that pale, dead face. And yet, he could almost feel Cat Widow's eyes piercing through him. Правил на него дробовик. Она подошла ближе, как призрак. She came closer, like a ghost, and swiftly removed the veil. She came back for him, to take him to the river, to make him pay for what he'd done. As he looked into her eyes, he could feel the world spinning around him, his knees go weak, his pants suddenly wet around his crotch. As much as he hated life, he didn't want to die either. Inside, he was just a big, stinking coward. And then he fainted. Did you see his face? I knew he'd fall for this. Yeah, we scared the living shit out of him. Now that's teamwork. Are you sure he won't know it was you, though? Oh, he probably will, once he's had time to think about what happened. But he's too proud to ever admit he's been beaten by a woman. I know him just about enough to know that. Let's hope so. I don't want you to get in trouble because of me. No. That was something I had to do for myself. And I feel much better for it. The only problem now is that we still haven't found Eye of Adam. Because it definitely isn't Brian. I've searched through his laptop and all I found was a load of porn. Let's cross him off the list. Остается наша квартира. Но у нее ж нету компа. Well, that means we've checked everyone. We've hit a brick wall. Perhaps I was wrong. Maybe he doesn't live here at all. I think we need to sleep on it, and we might get some more ideas in the morning. Shall we head back home? Yeah, I do feel tired. You're right, we need some sleep. Really wish there was an elevator in this building. What's that? A note? What does it say, Mrs. A? You will not believe it. Meet me at midnight, both of you. I will wait. Flat 5. Door will be open. Do not fear.
Eye of Старик. Adam. That vibe. That's the old guy. Can't be. It can't be him. I guess we'll find out. At midnight. We've got a few hours until then. Let's get some coffee. It's just you and me, my love. No one will find us here. Стена! Stop worrying, Ivy. It will be all right. I will always love you. You know that. I'm gonna make you all better. Вспомнил, блин, о стене. Не корми тролля. О, стражник. О, мурахи. Глаз еще какой-нибудь покажите. Ага. Так, вот. На этом мы пока закончим. Продолжим уже, видимо, ну, завтра или послезавтра. В общем, попозже. А в чем прикол-то с этим стариком? То, что они его очень хреново проверили. Он от них типа отмазался. Но они не стали никак выяснять, есть ли у него комп, не притворяется ли он, живет ли он один. Они что-то взяли и забили. И я что-то, ну, они взяли его сразу вычеркнули. Ну и как бы, соответственно, я тоже подумал, что